Всем привет, ребят! Сегодня наш выпуск будет посвящен готовке. Мы вместе с Андреем будем готовить курицу и пасту с брокколи. Сейчас собираемся в магазин, пойдем купим сливки и начнем потихонечку готовить самое вкусное блюдо этой недели. Чё ты опять начинаешь? Я еще не сказал до конца. Говори. Если вы с нами... Нет, надо как-то что-то по-другому. Наливайте себе чай и кофе. Мы начинаем. Андрей, ты не... Нет, мистер убийца, не идите на меня, не убивайте меня. Нет, мистер убийца. О май гад, oh help me. Нет, oh my god, help me, oh no, my god, oh no. Мистер убийца, no, не убивайте меня. Oh no, мистер убийца, no. Голова грязная, немытая. Жесть. Я нечистая. Я нечистая сила. Андрей говорит, что меня не впустят в церковь. Почему меня не впустят в церковь? Почему? А кто об этом узнает? По следам. По каким? Кровавым. Почему кровавым? Потому что нечисто. Какие-то странные у тебя ассоциации с нечистотами. Наверное, меня не пустят в церковь, потому что я вонять буду очень, так сказать. Я буду вонять, и на мне будут дохнуть мухи. Вот тогда, да, меня не впустят. Тебя вообще слышно в камеру, интересно? Только собирается, как Золушка на бал. Карета уже подана, алло. Позже. Да, у меня что-то целый день было такое состояние, ребят. Релакс. Спокойное, умиротворенное, невозбужденное абсолютно. И вот ближе к вечеру, уже после 4, меня начинает, видимо, накрывать. И я начинаю вот ходить и заниматься какой-то хуйней. Если у кого-то так же происходит, то вы меня понимаете. Не хочешь ко мне идти, не иди. Иди-то сюда, блядь. Передай привет всем, кого ты знаешь и не знаешь. Давай. Здравствуйте. Твоя минута славы. До свидания. Опять все заново. Качает. Мы почти готовы. Вспомнил это новости. Ведущий хотел. Мальчик, иди в жопу отсюда. Что такое? Не мешай, типа. Угорает надо мной. У него традиция меня бросать и убегать. Андрей тоже хотел снять свой влог. И у него есть уже материал, только он не хочет с ним делиться, потому что он не хочет его вообще выкладывать. А вот я пытаюсь его все-таки уговорить, чтобы он дал мне этот материал, и я выложил его в свой влог. Андрей, я прошу тебя. Схерали. Мой влог должен быть на твоем канале. Ну, пожалуйста. Ну, я умоляю Где тебя. мои деньги? Ну, пожалуйста, я умоляю тебя 2 раз. После 3-го мне придется уже не умолять. Что это будет? Не знаю. Вообще дешевые сливки у нас около дома продаются, но мы идем в супермаркет, который находится за километр от нашего дома. С такого ракурса? От какого? Ну, а что в нос? А что так? Ну так поинтереснее, у меня так нос Нет, больше так выглядит. камера держится. У меня нос так больше выглядит, так поприкольней. У нас такой асфальт тут чистый, ребят, видите? Везде снег. А тут прям он весь тайный. Я не знаю, может это какой-то новый асфальт, либо его посыпают какой-то химией, что его правда здесь нет. Видите? Андрей, как ты думаешь, почему на нашем асфальте нет снега? Ну, твое предположение. Видите, меня только озадачивает этот вопрос, и больше никто им не интересуется. Ребят, меня опять терзают смутные сомнения. Снег выпадал или нет? Что-то он сюда как-то не зашел. Ребята, обратите внимание, как красиво лежит снег на деревьях, да? Очень красиво, мне очень нравится так гулять. Все снежно, такое прям
классная, дорога чищенная, можно хорошо и без проблем прогуливаться по вот такой дорожке. Как вам? Я думаю, в этом что-то есть. В этом определенно что-то есть. Андрей? Снег лучше смотрится где-нибудь. На столе, как дорожка снег. Дубль 2. Андрей, как тебе? Как тебе снег? Ты не расслышал с первого раза. Какая дорожка на столе? О чем ты говоришь? Никогда не видел, чтобы люди ходили по дороге и снимали себя на телефон. Вот прям вот так. Да, вот, видел. знаешь. Я не видел ни в центре, ни где-то вот за. Недавно. В спортзале очень видел. Снимали прям Я себя? парень ходил снимал. Прям снимал себя вот, как, Ну, вот так вот, да? Так снимал? Да. Вы видели, ребят, когда кто-нибудь снимал себя на камеру, вот просто шел по тротуару и вот так снимал, держал камеру сверху и снимал. Ребята, я не могу понять одного. Почему, когда ты ходишь, гуляешь, да, тебе вроде бы нормально, а руки замерзают? Почему? Андрей, В карманы бери. у меня вот такие варежки есть. Ой, Кожзам. 150 рублей. Купил в смешных ценах. Я не нажал на кнопку, и все, что я сейчас записывал 10 минут, не заснялось. Теперь это не выключается. Куда нажать? Дошли до супермаркета. все дорого. Ага. Обычный магазин. Че, хочешь колбасу? Все очень дорого, все очень дорого. Ой. Угу. Ой. Да. Ребят, как вам, если бы я ходил вот так по улице? Андрей, у меня новая прическа. Называется «Я у мамы дурачок». И теперь мне не страшен северный ветер. Укладка 2022. Будьте в тренде. Мы потихонечку начинаем готовить. Сейчас покажу, что именно входит в наш сегодняшний ужин. Записывайте. Мы делаем сегодня пасту, поэтому нам потребуются сливки. Чем жирнее, тем лучше. Затем лук для куриного филе, сыр, соответственно, да. Хотим добавить вот такие помидорки, тоже на курочку выложить и запечь вместе с ними. Они уже открыты, вчера что-то делали вкусненькое. Нам потребуется мазик, нам потребуется вот такая вот классик песто для макарошек, очень вкусная. Ну и сама курица. Сейчас Андрюша будет ее разделывать, а я буду ее отбивать. Да, Андрюша? Стоп, а зачем песто? Для макарон. Сливка же делать. Сливки, песто и брокколи. Не жирно. Вкусно будет, очень хорошо. Слипнется. Не слипнется. Я уверен, будет очень вкусно. И зрителям понравится. Понятненько? Поэтому мы начинаем. Натачиваем нож, чтобы он был острый, чистый и шелковистый. Так, Андрей сейчас будет резать супер курицу. Делает он это очень смачно, очень резко и дерзко. Беспрекословно, с холодным видом и с холодным оружием он начинает разделывать курочку. Понятно. Теперь нам самое главное разрезать курицу вдоль. То есть вот так. Делаем сначала сюда выложим. И начинаем вот так вот херачить. Разрезаем пополам. Вот получается вот такие две филешечки. Малый филе все-таки тоже смотришь? Совсем. Ну, малый филе тоже видишь. И это сейчас нужно отбить. Поэтому мы делаем следующее. Пакетик
Мы один такой пакетик берем, да, и накрываем курочку. Вот. Далее берем молоточек. Что тут крышки какие-то? То что это крышки. Ну, убрать. Я их и убрал. Ну, убрать. Так, и берем, значит, молоточек и отбиваем легонечко. Легонечко. Видите, я тоже вам побью немножечко. Отбили. Эту часть мы откладываем в тарелочку. Вот сюда кладем. И отбиваем остальные два кусочка, которые у нас остались. Отбиваем для того, чтобы мясо было мягче, да, чтобы оно принимало соответствующую форму, да. Для чего еще отбивают мясо, Андрей? Ну, короче, отбиваем его. Форму. Так сказано в интернете. Поэтому отбиваем. Не сильно, да, вот такие маленькие такие движения, да, легонечко, прям опаньки, вот. Все, отбили. Отбили, убираем. Вот это вот выкидываем, это нам не надо, да, это нам не надо. А вот это филе сейчас мы будем фаршировать. Точнее, мы будем его солить, перчить, накладывать на него помидорку, лучок и запекать. У нас есть вот такая специальная формочка. Сейчас мы на нее настелим пергаментную бумагу. Вот так она выглядит. Вот такой у меня рулон есть специальный. Продается в фикс-прайсе, не особо дорого. Я его разрываю. И накрываю. Вот таким образом. Видите? Этим самым я делаю противень чистым. В следующий раз его не придется мыть, корябать. Сохраняется весь сок, курочка. Да, все как положено. Вот сюда мы сейчас будем класть наши филешки. Филе. Делаем перчик. Делай перчик. Перчим, да, перчим. Дальше мы солим. Обязательно немножечко соли вот так. Совсем немного, потому что курицу будем смазывать майонезом. А майонез тоже по себе сам соленый. Так что не особо сильно солите курицу. Какие грязные штаны, посмотрите. Кошмар. Нет! Нет! Андрей, не снимай мои штаны домашние! Снимай курицу! Так, Делай вот такие вот кусочки. Мы выкладываем их на вот этот вот противень, да, немножечко. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть смазать его подсветочным методом. Вот так. Пару капелек, да? Пару капелек. И выкладываем куриное филе так, чтобы оно поместилось у нас все кусочки. Выкладываем кусочки филе. Ну вот как-то так. Режем лучок. Лучок-боровичок. Аккуратненько так отделяем. Мусор все потом выкинем. Что я хочу сказать вам, ребят. Очень важно, когда вы готовите, иметь аппетит. Режем лук. Таким образом. Чего так низко я сижу? Ну хватит так я снимать. Не особо мелко и не особо крупно. Блин, правда, какой-то странный. Да. Мы берем майонез. Майонезик. Не снимай меня. Так, майонез. Выкладываем на курицу. Вот такими шлепками. Не могу, слезы текут. Берем кисточку и размазываем кисточкой все филе. Капельку из носа пририсовать. Не могу. Я уже не могу так жить. А слюни и сопли вытекают из меня каждый день. Андрей, не снимай меня. Я выгляжу некрасиво. Ребят, если смазки будет мало, покупайте заранее побольше упаковочку. Курица может быть разная. А горчича будет? А? Горчича будет? Без горчицы. Слишком жирно и так. Лучок теперь мы распространяем по всей курочке. Распространяем этот букет. Берем чайную ложечку. Вот так она выглядит, да? Вот чайная ложечка. Размешиваем эти помидорки, да. Докладываем вот так вот на курочку. Вот. Я впервые готовлю это с помидорами. Такие помидорки так выглядят. Очень вкусно. Очень красиво.
К столу подойдет к любому. На день рождения вы хотите, на юбилей, на поминки, да? Следующим вашим движением должно быть включение плиты. Включаем плиту раз и где-то на 180 градусов. Вот так. Сейчас Андрей сварит нам макароны под пасту. Он уже поставил чудо-сковородочку, включил чайник для того, чтобы вода вскипятилась. Таким образом макароны быстрее варятся. Да, Андрей? Как ты считаешь? Ну, сейчас там пусто. Скажешь, что какая некрасивая кастрюля. Зачем ты ее взял? Да перестань, нормально кастрюля? Жарать. О, какой взгляд. Взгляд. Томный взгляд мужчины. Я не знаю, ребят, чем это сегодня закончится. Надеюсь, то, что ужин будет вкусный. Ты как считаешь? Андрей, покажи, какие макароны мы будем сегодня варить. Что за макароны-то? Нельзя. Нельзя? Почему? Нам не плати. Нам никто не платит. Product placement, все дела. Ну, короче, вкусные макароны, хотя бы покажи, как они выглядят изнутри. Покажи макарошку одну. Это же большая рожка! Господи, рожка-макарошка! Обожаю рожки-макарошки. У меня не фокусируется телефон. Эликоидали. Что? Эликоидали. Италия? Эликоидали. Элик доедали? Эликоидали. Элик доедал? Фузили. Как там? Капеллини. А это что, капеллини? Эликоидали. Ну это рожки. Где ты где рога такие Так, видел? сейчас, погоди, где тут камера-то у меня? Сейчас я посмотрю. Андрюша! Смотри, я вижу тебя сквозь макаронину. Ребят, как вам такой? Как вам такой эффект? Sono tierra, tundra caffè negresso, mona pestra micio. Sono tierra, tundra caffè negresso. О, как холодно. Хлеб и соль. Ребят, а что вы готовите себе на ужин? Пишите в комментариях. Не заржи. Ребят, у нас замороженный брокколи. Мы заранее покупаем целую огромную такую брокколину, режем ее мелко и замораживаем. И вот сейчас она вот так вот у нас выглядит, видите, в пакетике. Это очень экономно, и это очень, как сказать, Полезно. ну вообще, да, как бы экономит время. Вот мало ли вы захотите вот просто брокколи съесть. Брокколи А надо курить. ходить в магазин, а у вас уже замороженные. Дымится. А идет дым? Ладно, не знаю, сейчас я сфокусирую. Идет дым? Сейчас вот так. Идет дым? Она не фокусируется. Короче, от нее идет дым, ребят, сейчас. Кадр выйти. Оставь брокколи, саму иди. Вот ушел. Пока. Где? Ответственный момент. Ура. Варенье макарошек. Варенье. Давай! А сейчас у нас курица, которая вот так вот выглядит. Мы отправим ее в духовочку. Опускаем дверцу духовки. Берем курочку и запихиваем ее по самое не балуйся. И закрываем духовочку. Теперь мы можем спокойно
сидеть и заниматься хуйней. Только не забудьте, пожалуйста, включить таймер. 30 минут курица запекается, может даже чуть поменьше. Что ты говоришь? Я тебя 2 раза спросил, ты услышал. А я не успел нажать на play. Я понял. Ой, на рек. На что? Recording. Recording. Ты же не понимаешь, что такое по-английски масло на рекорд? сковороду, посмотрите. Давай. Вот так. Пол-литра вылил. Блять. У нас масло кончилось уже все. Уже литра нет, вылили литр масла на сковородку. А ты засек время? Да. Вы когда-нибудь варили дошик? Этого далеко не отличается. Значит, время 17:50, в 6:20 курица будет готова, я ее вытащу, посыплю сверху сыром и еще на пару минут в духовку, пока сыр растопится. Самое главное, чтобы он не покрылся корочкой, а то невкусно будет, неудобно будет есть, у меня зубов мало, у Андрея побольше, но все равно сыр классный, когда он тянется, поэтому не сразу лучше добавлять его, а перед подачей или прям за 5 минут до готовности. Да? Самое главное, не забудьте добавить песто, но уже в готовые макароны. Готовые уже. Андрей сыпет брокколи. Брокколи, 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 ля-ля-кали. Замороженные брокколи бросайте на раскаленную сковородку и обжаривайте где-то пару минут, да? Пару минут, пока они не станут мягкими и готовыми, короче. Можно чуть-чуть добавить воды, чтобы они немного потушились, если вы видите, что брокколи начинает подгорать. Что это сейчас было? Я сейчас не понял. Что это? Пробуй давай, сварилось нет. Господи. Успел снять. Ха-ха-ха. Заранее советую натереть вам сыр, чтобы вы потом не бегали по кухне и не искали терку. Берем кусок сыра. Ну и натираем его через крупную терку. Я себя чувствую, знаешь, рабом на плантации. Ну вот, к примеру, вот так. Видите? Не особо много. И самое главное, чтобы хватило для того, чтобы припорошить курицу. Андрей сливает воду с макарон. Все, они сварились. Сейчас вот брокколи обжарится чуть-чуть. Нахера их жарить? Что сейчас нужно сделать? Сливки. Сливки, добавляем сливки, ребята, не заморачиваемся. Просто добавляем их и все. Вот всю упаковочку так выжимаете, как Андрей делает. Смотрите, ну что это похоже? Не обращайте внимания. Просто добавляйте, и будет вам вкусно. Ребят, если вам показалось, что рецепт очень трэшовый, то не повторяйте этот рецепт никогда в своей жизни. Но вообще очень вкусно получается. Если вот с камерой не бегать по кухне и заниматься только готовкой, получается вкусно. Просто мы впервые снимаем вот такую готовку. Вот прям так. Отмазываешься, приготовил хуйню, берешь, пытаешься фигней. Теперь заново снимать. Ты булка! Да и дончики. Да. Фу, какой ты извращенец грязный. О май гад,
Так, ребят, внимательно. Мы сейчас будем добавлять макароны и песто в сковородочку, где у нас тушились брокколи. Вот Андрей взял чайную ложечку, добавил 3 ложечки песто. Вот такая какашулечка получается. Очень вкусно. Сейчас он это все размешает, пока все горячее, сливки горячие. Ребят, самое главное и самое важное, что мы вот так вот еще не готовили. Что один держит камеру, другой делает и наоборот. Так, все перемешал. Теперь макарошечки выкладываем. Вот такой колобашкой, блядь. Они приклеились, твою мать. Ладно. Все, перемешиваем до готовности. Какой готовности? Не готово. А, они уже готовы. Просто перемешиваем, ребят. И будет вам счастье. Для сопли. Вот паста и готова, ребят. Приятного аппетита. Самое важное, что мы хотим донести вам этим самым выпуском, что готовить вкусно может каждый человек вне зависимости, повар он или нет. Во времена интернета все доступно, можно посмотреть рецепт в интернете. Ты где нашел этот рецепт? Можешь сказать? Этот рецепт мы придумали сами. На ходу. На ходу, как говорится. Потому что мы гении. Не, честно говоря, можно это найти, правда, рецепты где угодно. Ну вот как-то вот мы сами от себя, да, решили вот приготовить вот такую бурду. Надеемся, что это будет вкусно, питательно и насыщенно. Можно я пойду? Можно. Пока. Вот такая у нас курочка пока получилась. Такая томленная. Сейчас я ее посыплю сырком сверху. Вот так вот. Сыр много получилось. Можно на пасту посыпать. Это нет. Так, далее мы делаем поменьше. Зачем наоборот? Надо. Для того, чтобы у нас просто расплавился Ну так сыр. он еще И корочки ставим пока. его обратно. Ее точнее. Ну, ребят, у нас все готово. Накладываем на тарелочки и приятного нам аппетита. Вот такое блюдо у нас получилось. Всем приятного аппетита, пишите в комментариях свои рецепты. Ну и не забывайте, что мы вас всех любим, целуем и крепко обнимаем. Всем пока, ребят. Увидимся совсем скоро. Пс-пс. Хочешь новый курс от Ксении Собчак? М?